Стоп, стоп! Остановите музыку! Кто это? В связи с планами разработчиков об изменении фракционных активностей и, возможно, их переделке наравне с реворком перевозки сердец, думаю, самое время увидеть данному ролику свет и затронуть тему ботов и, конечно же, наш возможный заработок на них. Активность потребует от нас минимальных вложений в виде покупки 2 клеток для узников Адепта Морганы, удочки любого тира, который вам доступен, журналы рыбака 7 и 8 тира для заполнения, осадный молот 6-7 тира и билд для ганга. В соло будет пылающий посох, в группе иные сборки, но пылающий посох или блейза в простонародье будет неизменно использоваться везде, поскольку в желтых будет порезка ИП предметов, что будет уравнивать всех в среднем до 1200 ИП, вам достаточно будет предметов 5.2 или 6.1. Если есть сундуки тир повыше, конечно же можем взять и его. Билды рассмотрим наглядно далее для соло, группового и ботового ганга. Все будет разделено тайм-кодами для вашего удобства. И теперь Добби свободен. Неплохо иметь друга под фракцией другого города для убийства ботов вашей фракции, но сложность в том, что могут агриться на него представители опять-таки вашей фракции. Подсосы также будут находиться, которым думать самим лень, ибо это сложно, но с радостью будут наживаться на наших стараниях и усилиях. И не забывайте о хозяевах ботов и их друзьях, которые стараются защитить свои активы и будут прибегать к вам, чтобы сломать клетки, либо брать другую фракцию и пытаться гангануть вас, либо как минимум отогнать от своего бота. Если вы долго будете гангать на одном месте, трафик ботов останавливать никто не будет, его просто направят по запасному маршруту. Потому если вы хотите зарабатывать на ботах, неплохо вначале с помощью клетки и ловли бота в нее определить его ник и просто пройтись по пути следования этого бота именно в вашем городе. После чего в узких местах маршрута ставить клетки и гангать их. Главное знать их маршруты. Порой в одну клетку может ловиться до 5 ботов с большими перевозками, но главное это мосты. Установив клетку, там мы ловим ботом всех фракций в таких точках. Так что, решив гангать в таком месте, сразу же ждите появления правозащитников, что будут бороться за права ботов. Просто не ставим клетки в таких местах, ибо спокойно там гангать нам никто не даст. Зато мы сможем спокойно гангать одиночные фермы ботов-перевозчиков, не затрагивая интересы крупных сообществ, скажем так. В Авалон особо домашние локи с убежками также не трогаем, поскольку там всегда есть зоркий глаз, что будет следить за всем происходящим. Достаточно и королевского континента, уж поверь. Это на все 1000% пивной чиловый контент под просмотр фильма, сериальчика или прослушивание какой-либо аудиокниги, попутно занимаясь рыбной ловлей в момент ожидания ботов. Ничего не делая и ничем не рискуя, мы сможем зарабатывать от 1 КК до 2-3 и более КК в час. Все зависит от того, попадем мы в трафик движения ботов или же нет. Если говорить о какой-либо стабильной прибыли, в среднем за час с небольшим плюс такого фарма у нас будет выходить плюс-минус 2 КК серебром в виде сердец и заполненных журналов. Если же у вас есть друг из другой фракции и он подойдет к вам, то заработок может увеличиться за счет, конечно же, ганга ботов вашей фракции, если, конечно же, его не будут убивать сразу. Также хотелось бы заранее сказать, что показанные мной локации являются лишь примером и не будут актуальны после выхода ролика, ибо их временно, а возможно и нет, и на постоянной основе не будут использовать боты. И будут катать по запасным маршрутам, особенно в синих локациях. Кто понял, тот понял. Я не планирую нарываться на неприятности, потому покажу всего на примере пары ботов. А то, раз уж сами модеры и админы разрешают продажу радара и ботоводных программ в чате, то мне лишний минус аккаунту точно не нужен в глазах администрации. Да и портить ребятам бизнес также не хочу. Заранее сори всем, если кто-то пострадает из-за моей своеобразной ответки тем, кто пытался нахрапом заставить рекламировать различный софт в Альбионе, сомнительные сайты и устраивать спам-рассылки. Всем позитивного времени суток, друзья, вы на канале Слав, и мы начинаем. На голову берем капюшон убийцы со способностью медитация, что позволит нам откатывать время восстановления наших способностей на 80%.
Способность нужно поддерживать в течение 2,75 секунды. Из пассивных способностей берем гармонию разума для небольшого бонуса к урону, либо находчивость для ускорения времени восстановления наших способностей. На тело используем королевскую мантию со способностью волшебная руна, на сленге грев, чтобы бафать свой мах урон на 60%. Для накопления бафа нам нужно стоять в рунке. Из пассивных способностей берем агрессию для повышения нашего урона. На ноги также берем королевские сандалии со способностью безрассудный бросок, что увеличит наш урон на 15% в течение 7 секунд, но также снизит нашу защиту. Однако, поскольку ботов мы не получаем ответку, то вообще пофиг. Из пассивных способностей под конец фарма обычно берем грузоподъемность на увеличение переносимого веса. Во всех остальных случаях также используем агрессию для урона. Плащ города Люмхурст для восстановления энергии, обязательно сумку побольше. Из еды берем жаркое 8 тира для увеличения урона, из зелий кислотное зелье, чтобы резать сопротивление целей. Поначалу 3 тира будет достаточно, а после начала нормального заработка можно брать и тиром повыше. В руки берем пылающий посох с такими способностями. На клею пылающее поле, что поджигает землю под противником и наносит хороший стабильный урон, поскольку бот тупит в клетке, будет наносить огромный урон, особенно когда ботов 2 и более. На W используем либо яростную вспышку, что наносит урон по области, если боты тупят в клетке и их много, либо огненную стенку, что я использовал в основном, чтобы не позволять выходить противникам из клетки. На E используем огненный вихрь, что позволит спешивать и отрывать морды самым плотным ездовым маунтам перевозчиков. Пассивная способность яростный, что даст нам после каждого произнесенного 4-го заклинания бонус к урону в 10%. Настакиваем перед сдачей нашей Е-способности. Маунтов, конечно же, берем с бонусом к весу, по типу оленя, лося, кабана и прочих. Настакиваем все примерно таким образом. Как только видим красный ник с фракой, на углу экрана нажимаем руну и греемся, после чего даем первую Q в клетку противника для стака горения на нем. Нажимаем сапоги, запираем бота в клетке с нашей стенки на W и сдаем нашу Ешку, после чего медитируем в шапке для отката способностей и повторяем все по новой. По сути, данный способ заработка не мешает особо никому из игроков. Единственный вид транспорта, который вызывает дискомфорт при проезде по узким местам, это мамонты. Но сколько мамонтов не встречал, а точнее игроков на них, они смотрели, что я делаю, удивляясь и завязывая после беседу, обычно после первого убитого бота. После чего желали удачи и больше никаких претензий или поползновений на какие-либо виды претензий за преграждение дороги не высказывали. Некоторые еще и колы по локам кидали с никами ботов, что видели по пути. На самом деле очень много игроков-перевозчиков будет становиться вашими глазиками на маршрутах перевозок добровольно. Таких, конечно же, можно отблагодарить одним или парой сердец за полезную инфу, но решать, конечно же, только вам, друзья. Я покажу еще пару примеров билдов для ганга ботов и при ганге в группе. Их также можно использовать, но с изменениями. Заострять внимание на групповых билдах для ганга я не буду, поскольку саму фракцию разработчики собираются дорабатывать, то смысла особого в них не вижу. Также стоит учитывать, что мы будем получать всего лишь 50% сердец, что везет перевозчик, и их может залутать абсолютно любой игрок. Помните об этом. Это сделано разрабами, чтобы не сильно поощрять других игроков гангать ботов, а то слишком много жалоб им на эту тему от ботоводов, похоже, поступало. Утрирую, конечно, но это сугубо мой саркастический взгляд на ситуацию сейчас. Одноручный кинжал также хорошо используется при ганге перевозчиков соло и групповых активностей, но его минус в том, что мы эффективны лишь в одну цель, и против пачки мобов, скорее всего, будем отдавать сердца и другим игрокам с ботов, которых поймали мы. На голову берем колпак чародея с огненным дыханием, что позволит нам наносить урон горением группе ботов. Из пассивных способностей агрессия. На тело берем куртку охотника со способностью ускорения, что повысит наш урон и скорость автоатаки. Из пассивных способностей берем быстроту для повышения все той же самой скорости автоатаки. На ноги берем королевские сандалии с безрассудным броском и агрессией. В левую руку берем факел для повышения скорости автоатаки. В правую руку кинжал с такими способностями. На Q дух убийцы, что будет стакать на нас заряды убийцы для повышения урона. На W берем марш-бросок для получения бафа к урону в 15%. С него мы, кстати, и залетаем в клетку к боту.
Из пассивных способностей берем скорость автоатак для получения бесконечного бафа к скорости автоатаки. На Е кровожадный клинок, что даст нам дополнительный магический урон нашим автоатакам и будет восстанавливать 100% от нанесенного урона в виде здоровья. Но также будет дамажить нас на 4% каждую секунду от нашего здоровья. Опять-таки за счет хила мы не будем чувствовать данного дебафа. Плащ демонов, что будет стелить магмовую лужу под цель при проведении автоатак. Банки яда. Из еды жаркое для урона 8 тира. В группе меняем плащ на еретиков для капканов, W на теневой край. Еще можно хукать противника пикой и могильной броней, рутать курсой и луками и много других вариантов. Все зависит лишь от вашей смекалки и фантазии, и ней уже все, конечно же, будет ограничиваться. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях. А можем там, как всегда, с вами просто пообщаться, либо что-то обсудить. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или нет, решать только вам, друзья. Как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч. Понять, бот перед нами или нет, очень просто. У таких персонажей всегда очень мало славы. И возникает вопрос, откуда у игрока, хорошо если есть 1-2 тысячи славы, будет билд и маунт на 2-3 и более миллионов серебра. Иногда встречаются даже целые гильдии ботоводов. Многие ботоводы периодически меняют их местами, чтобы ники не примелькались другим игрокам. Если вы долго стоите на месте и у вас всего один бот в клетке без фракций, не забывайте, что скорее всего это глазик. Просто палит ваше местоположение, а маршрут поездки ботов был уже давно изменен. В таких случаях просто меняем место охоты и все. Но если поступать по-хитрому, то мы идем ганать в другой проход, а наш друг продолжает следить за этим проходом, чтобы не выпускать бота из клетки. И забрать их, если кто начнет ломать их. Конечно же, оставаться в таком проходе должен хозяин самих клеток.